Приветствую вас, друзья, в пространстве гармонии, света, интуиции. С вами Ева. Сегодня прекрасный солнечный день. И у меня несколько недель назад пришла новая колода. И я все никак вот не могла к ней как-то подступиться. Сегодня поняла, что сегодняшняя тема — как вы станете счастливой, что вас приведет к вашему женскому счастью. И, в принципе, к тому счастью, о котором вы мечтаете. То есть ваш путь к счастью, все, что вам нужно для того, чтобы стать счастливой, мы сегодня разберем. Как обычно, выбирайте какой-то вариант, один или два. Колода на самом деле неземная. Она, посмотрите, какая просто сказочная. Я уже ее открывала, даже делала себе уже на ней расклад, буквально вот на днях, потому что, не могла. Но она, во-первых, она пахнет изумительно. Пока вы настраиваетесь, я вам расскажу. Самое главное, что здесь, знаете, что написано, я вам переведу с английского, что сказки — это истории, в которых страдания заканчиваются, в которых страдания приходят к концу. Это вот абсолютно я когда увидела эту колоду, я когда прочитала это, я поняла, что первый расклад на этой колоде вообще для кого-либо, для вас на этом канале, он будет именно о женском счастье, о вас, для вашего женского счастья. Я думаю, что вы уже загадали первый или второй вариант, и мы с вами начинаем. Единички, давайте немножечко о вас, что происходит в вашей жизни, что мешает вашему счастью, как вам стать счастливой наконец-то. Уже понимаете, это счастье, эту птицу счастья словить и никогда ее не отпускать, научиться быть счастливой всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на то, что происходит. То есть сказочная колода мешается так легко, я чувствую, девочки, по сравнению со всеми моими остальными колодами. Я чувствую, счастье вам дастся уже легко, вы очень близки к нему. Вот, смотрите, первая карта. Во-первых, изумительная колода. Она состоит из сказок, из разных иллюстраций. Очень она живописная, тонкая, душевная, такая же, как и вы. То есть вы на самом деле, понимаете, вы на самом деле девушка очень тонкая. Вы под божественным руководством, вы под божественным началом всю жизнь живете. Вы чувствуете всегда присутствие вашего ангела-хранителя рядом. Даже в самые трудные ситуации, я чувствую, на грани отчаяния вы были, но вот каким-то чудом вас это выводило. Случались какие-то ситуации, вы были, понимаете, вот вы под божественным, скажем так, крылом, вы оминали, какие-то, знаете, даже уже на грани жизни и смерти ситуации или ситуации невероятного отчаяния. То есть вы должны не забывать никогда, что вы под защитой, понимаете, вы под защитой, и вы однозначно, видите, придете к своему счастью. Face your shadow. Вот такая вот карта. Bluebeard. Да, понимаете, были очень темные ситуации. Я думаю, что были темные ситуации, связанные в том числе с мужчиной в вашей жизни. И вам иногда кажется, что ваше время вышло, что уже счастья не будет, что все уже кончено, что самое лучшее было позади. И уже ничего не будет. Все, знаете, сейчас какие-то темные времена, сейчас какая-то темная полоса, которая не заканчивается. То есть у вас есть иногда такие сейчас вот настроения. Я думаю, вы себя, единички, узнали. Напишите в комментариях, кстати говоря, что вам откликается. Мне это очень важно. Это помогает мне, вас тоньше чувствовать, мою аудиторию, моих подписчиков. Благодарю всем, кто ставит лайки, подписывается. Мне это очень важно. Rex and Ashes and Justice. Понимаете, вы как Золушка, понимаете, вы трудились, иногда чувствовали несправедливость, какую-то боль. И вам действительно казалось, помните сказку про Золушку? Она трудилась и трудилась, и трудилась, и трудилась, а вот ничего не происходило. А потом раз, в какой-то момент, в один день, да, жизнь ее вот так вот по щелчку, да, превратилась в невероятное чудо. Поэтому, понимаете, вам сейчас, у вас такой период сейчас в жизни, мои солнышки, что просто хочется сказать, мои солнышки, мои дорогие, любимые девочки, вот кто смотрит этот расклад, вы понимаете, сейчас у вас такой период, как хорошо шуршит эта колода, у вас такой период, понимаете, пусть сейчас весна, лето, что угодно, когда вы нашли этот расклад, вот этот шелест счастья, понимаете, он вам, опять это вышло, видите, перемешало, и Золушка, потому что не договорила, понимаете, счастье в любом случае будет. Вам кажется, что темные времена, все, ваш огонь счастья уже исчерпался. Но вы должны продолжать трудиться, вы должны продолжать просто идти и помнить, что вы всегда под божественным водительством. Ваша карета, ваш замок, ваша хрустальная туфелька будет однозначно. Magic Ring.
Костницы. Понимаете, будет и стабильность, будет и последовательность, и будет событий, и будет какое-то, знаете, вот ощущение, что все как надо. И у вас будет счастье. Видите, какой невероятный букет. И, ну, скорее всего, девушки, вы еще выйдете замуж. Ну, вот я уверена, что... Посмотрите, кстати говоря, у меня вышло недавно видео «Ваш будущий муж». Еще у меня есть самое первое видео на канале, что мешает вашей встрече с мужчиной. Вот обязательно вы посмотрите это видео. Мне сейчас пришло. И понимаете, вы однозначно выйдете замуж. Однозначно. У вас будет новый союз. Независимо, сколько вам лет. Даже если вам кажется, что вы не хотите. Вы думаете, боже, я так от этих браков устала, от отношений. Тут хоть бы вздохнуть вообще, хоть как-то в жизни порадоваться. И вообще денег дайте, понимаете? Денег хочется. Вы представляете, перемешала, одни и те же карты выходят. Понимаете, во-первых, вы под божественным водительством, видите, тут уже мужчина, мне сразу заметила, что мужчина с лисой. То есть вы не будете одна, появится однозначно мужчина с кольцом, понимаете? И он найдет способ к вам подкрасться уже с такой, знаете, немножко девушки холодной, вы уже немножко даже в отчаянии, вам кажется, что все мужчины такие. То есть вы настрадались очень, дорогие мои единички, первый вариант. То есть вы, вон корова замычала и говорит, да, sun be bright. Ну, видите, как только я про мужчину предложение заговорила, вышла карта. Солнце. Ну, это самое, всегда солнце, самая лучшая колода, понимаете? Вот сейчас я вам подтверждение. Reverse. Видите? Это просто. Видите? Вот группа это всегда на самом деле, в данном случае, тем более у вас reverse, тут, понимаете, glass coffin, она снежная, snow white, белоснежка. Белоснежка, вы понимаете? То есть вы сейчас в замершем состоянии. Но у вас будет и пламя, и огонь, и любовь, понимаете, удача. К вам придет такая удача, которую вы даже сейчас не можете себе представить. Вон, корову, слышали, как замычала? Подтверждение. То есть, понимаете, счастье к вам идет. Оно идет через мужчину, идет через то, что вы продолжаете трудиться, идти тем же путем. Не забывать, что вы находитесь под божественным началом, под божественным видением. У вас есть ангелы-хранители, они вас не оставят, понимаете? Давайте еще посмотрим. Ой, интересно, какая карта. И вы как будто бы оглядываетесь назад, видите, вы уже стоите у двери, вы хотите идти вперед. Да, Forbidden Chamber. Понимаете, вам кажется, что счастье для вас недоступно, и вы в таком страхе, вы посмотрите на это лицо, вот вы себя даже узнаете. Вы в таком состоянии, вам кажется, что вот вы оборачиваетесь назад и думаете, боже, там, вот, понимаете, вы столько переживаний, эмоциональных каких-то потерь, опустошения, мне даже идет вот опустошение и даже страх, понимаете, в глазах страх. То есть у вас был такой страх, что вы, даже подбегая к двери, к новой жизни, у вас просто сердцебиение, у вас тахикардия даже может быть. То есть вы вот такое вот у вас состояние. Может даже грудная клетка сжиматься от ужаса, от того, что вы думаете, ну как, новые отношения, новая жизнь, это опять будут какие-то страдания, опять переживания. Я к этому не готова, понимаете? Ну вот мешаю, все равно выходит Золушка, понимаете? Потому что, видимо, для вас это может быть любимая какая-то сказка была, понимаете? Синдерелла, да. То есть, может быть, это была какая-то вот сказка, и вы чувствовали все время эту несправедливость по жизни. Понимаете, что вот у кого-то уже есть там и то, и дети, и семья, и то, и дом, и то, а у меня нету. Понимаете? И у вас это чувство есть сейчас, в данный момент. И оно сейчас вас просто раздирает. Вы думаете, ну сколько можно? Вот я, который, может быть, расклад смотрю, мне все говорят, все будет хорошо, а все по-прежнему там. Но нам показывают, что ваше время придет. Понимаете, Золушки тоже бывали моменты отчаяния. Она плакала там, да, сидела там с мышками, разговаривала, понимаете? Вот у вас тоже может быть такой момент, что вы уже с мышками готовы разговаривать, и с деревьями, с птичками, понимаете? Уже ни с кем не хочется говорить. Поэтому счастье придет. Давайте посмотрим, что же именно еще вас сделает счастливой. Как вы будете счастливы? Ой, какая карта выпрыгивает. И две карты. Смотрите, ну вот сейчас вы в состоянии, видите, вы в башне сидите, высоко, далеко, в одиночестве, как я и сказала, вот прям чувствуется это, да, и spiritual ascension. То есть вы через духовный путь, через как бы познание себя, понимаете, вот вы выйдете из этой башни, из-за этого заточения, и счастье однозначно будет. То есть это временный, потому что эта карта вышла, сначала выпали вот эти вот две карты, сейчас я вам их покажу, смотрите, какие они красивые. Во-первых, там красавица и чудовище. Класс! Просто красавица и чудовище, вы понимаете? Да, красавица и чудовище.
To power to choose. Это вы выбираете, какой у вас будет мужчина. Тот опыт, который у вас есть, та глубина уже, которая у вас есть, вы выбираете, понимаете, мужчину. Вы будете решать, какие будут эти отношения. И вы уже с тем опытом, понимаете, вы выберете достойного мужчину. Вы будете уже смотреть не на его внешность, не на его атрибуты, не на то, какое он впечатление производит. Вы будете смотреть на именно уже, понимаете, что человек вам может предложить, куда он вас может повести. И вы помните Beauty and the Beast? То есть она разглядела в нем то, что не мог разглядеть никто. Посмотрите, какая красивая карта. И вот это вот то, что будет происходить у вас, понимаете? Listen to your unconscious. Слушай свое подсознание, вам говорят, слушайте только свое сердце. То есть счастье придет тогда, когда, может быть, для всех этот мужчина, этот ваш выбор будет каким-то вообще бредом. Ты отказываешься от стабильности, ты идешь в неизвестность, ты выбираешь вообще кого. Но вы в этот раз вы будете не смотреть умом, вы будете не из расчета делать. В этот раз вы выберете человека, и вашу судьбу именно сердцем, понимаете? И это будет человек, который сможет вас защитить и подарить вам совершенно вообще другую жизнь. Понимаете, вот так вот на солнце вам покажу вот эти карты. Ну, это просто иллюстрация этих карт, но они просто восхитительные. Посмотрите. Супер. И ветер прям развивает. Понимаете, перемены спешат. Вы счастливы будете очень скоро, мои хорошие. Ой, единички карты, видите, выпрыгивают, они на радостях, понимаете, спешат к вам. Очень хороший расклад, единички, я очень счастлива за вас. Я счастлива, потому что вы будете счастливы, понимаете, это однозначно. Ну, пишите в комментариях, как вам откликнулся этот вариант или нет для вас. Мне это очень важно, мне очень интересно, потому что пишите, принимаю, благодарю, я буду счастлива, и я вот прям вот хочу усилить это ваше пожелание многократно. И пожелать каждой, кто послушал этот расклад, пусть так все и будет. Пусть такой мужчина войдет в вашу жизнь. Так, ну что, давайте разбираться с двоечками. Уже первые карты на вас идут. Двоечки. Второй вариант. Давайте смотреть вас, что вас приведет к счастью, какое у вас состояние сейчас, что вас сделает счастливой. Давайте разбираться. Так, двоечки. Но у вас, кстати, похожее состояние, но немножко другое. Мне кажется, двоечки такие более или молодые души, или более юные девушки, или вы в душе всегда юны. Вот такое идет немножко легкость. Вы такая воздушная, вы очень светлая, вы очень добрая, вы очень теплая, но вы, скажем так, вы не человек, который прошел какие-то массы каких-то огромных страданий, у которого огромный опыт позади. У вас, по сравнению, понимаете, даже с единичками, у вас судьба еще, как бы, понимаете, вас, ну не то, что пощадила, но у вас, понимаете, вы даже не знаете, как у других может быть непросто. Вот, поэтому у двоечек у вас выходит карта молчания, Wild Swans, да, как это я забыла на русском, эти лебеди, да, ну вы поняли, time to keep silent and time to speak. Интересно, понимаете? Вот у вас такой момент, что есть время молчания, есть время говорить. Видимо, вот это время молчания, оно подходит у вас к концу, понимаете? И скоро вы заговорите, скоро вы проявитесь. Вы знаете, вот я смотрю, если у единичек это было больше связано с отношениями, у вас, возможно, вы создадите какой-то проект, у вас, может быть, будет какое-то начинание, может быть, я не знаю, может быть, вы займетесь флористикой, модой, красотой, стилистом, может быть, станете, может быть, флористом, может быть, что-то связано с дизайном, с красотой, с женским, с чем-то. То есть, или вы будете говорить, то есть у вас какой-то, может быть, блог появится, вы где-то будете проявляться однозначно. То есть вы как бы были в таком молчании, вы не проявлялись, у вас только как бы есть каких-то талантов, каких-то, знаете, боже, как мне нравится шуршание этой колоды. Она прям магичит, она вот прям несет это счастье, я прям чувствую, какая же она светлая, эта колода, прям невероятно. Ой, давайте посмотрим, интересно. Двоечки. Так, Sleeping Beauty, да, тоже спящая красавица, как у единичек вышла, Time to Blossom. Ну, видите, то, что я и сказала. К вам пришло время расцвести, то есть пришло время, возможно, после какого-то затишья, какой-то такой стагнации, какой-то такой, знаете, вот периода, может быть, вы переживали какие-то отношения, какие-то ситуации, то есть у вас был какой-то период, когда такое, знаете, затишье немножко было в жизни, и вам хотелось такой тишины, и вам не хотелось проявляться. Сейчас еще, кто смотрит весной, да, или летом, то позади, конечно же, там зимний период осенний, да, со всеми их, как бы, вот и внутренними перетурбациями, и все, что мы видим за окном, но, как нам показывают сейчас, вот видите, голубое небо, все цветет.
Вот. И вот эти вот, понимаете, видите, как классно. То есть вы выходите на самом деле в очень интересный период жизни, приключений, и вы будете в этом периоде не одна. То есть у вас будет и мужчина, будут и соратники, будут и люди, может быть, даже какие-то конкуренты. Вы на кого-то будете ориентироваться, но вы будете однозначно идти вперед. То есть у вас начнется движение у двоечек. То есть у вас, скажем так, вы вообще такой человек, который, так знаете, немножко можете осторожничать. Вы можете, прежде чем что-то сделать, много раз подумать. Но нам показывают, что сейчас тот самый момент, когда просто нужно действовать. О, интересно, я даже не знаю, что это за сказка. Может быть, кто-то увидит карту и напишет в комментариях. Я не знаю такой сказки. Embrace your inner wild child. Понимаете, вот вам нужно пробудить свои, как бы, вот все внутренние желания, возможности, таланты. То есть у вас идет огромный период проявления. То есть через это счастье, проявление себя, вы выйдете вообще на новый уровень счастья как женщина, понимаете? И через отношения, и через творчество, и через мужчину, и через какие-то, знаете, вот почему-то идет вот все-таки проявление в мир, в социальные сети, может быть, новая работа. То есть у вас однозначно счастье к вам придет через такие вот, знаете, новые моменты в жизни, через то, что вы будете проявляться, делать шаги, заявлять о себе. Может быть, правда, вот заведете. Интересно, такая же карта выходит, как у единичек. Но здесь она совершенно другое значит. Видите, вы стоите, вы боитесь открыть эту дверь. Вы знаете, что вы способны, у вас есть таланты, у вас есть желания, у вас есть мечты. Но вы так оглядываетесь по сторонам, а что люди скажут, а как оно там будет, а что там, понимаете? Ну, вам кажется, что вам это как бы не запрещено. Вот есть там другие, они становятся счастливыми, талантливыми, успешными. А я, ну где же я? Где я и где счастье, понимаете? Вот вам бы уверенности немножко в себе, двоечки. Понимаете, уверенности в себе, смелости немножко к вам насыпать, потому что вы как будто бы такая, знаете, очень такая бравости, как это сказать, смелости вам немножко, brave, понимаете, вам немножко brave стать. White as snow, transition, видите, тоже вот Белоснежка. Вспомните сказку Белоснежка, да? Видите, она была очень смелая. Вот не зря сейчас вышла эта карта. Она была смелая. И с гномами она там справилась, помните, и построила их там. У вас идет трансформация, транзишн, понимаете, переход от человека, который сидел в тишине, в затишье, в таком, вот, знаете, вот замершем лесе, у вас выход в эмоции, в чувства или в отношениях проявления, или это связано будет с вашим творчеством. Мне почему-то очень творчество идет, какое-то ваше дело. Вот. Давайте посмотрим, связано ли еще как-то это с мужчином, что еще, как еще вы будете счастливы, как еще счастье к вам придет, двоечки, в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Интересно. Сейчас мы к этой карте. И опять, видите, вот выходит эта карта. Интересно. Да. Вот эти вот 3 карты вышли. Вот эти 2 карты, кстати, единичкам тоже выходили. И вам она тоже выходила. Понимаете, здесь, я же говорю, вот когда мне идет поток, иногда очень часто у людей разные люди, разные обстоятельства жизненные. Но смысл, понимаете, один. То есть пробуждение себя. Love is worth to risk. Но понимаете, вот у вас здесь именно что касается любви, вы поймете, что та любовь, которой вы мечтаете, понимаете, вам нужно сделать шаг. Вам нужно сделать шаг, открыть эту дверь. И там не только ваша реализация, там еще и ваша любовь. Сейчас я вам вот так вот покажу эти 2 карты. Вот они вот именно так. Мне идет вот так вот, видите? То есть вы выходите из этого состояния, что, ну как, я осмелюсь там войти в новые отношения, войти в что-то другое. То есть у вас все это может настолько легко получаться, и любовь, те чувства, тот успех, который может к вам прийти, оно действительно стоит того риска, понимаете, и того страха, который у вас может сейчас появляться. То есть вы можете быть так счастливы, как вы никогда не были счастливы, понимаете? Вы просто этого не верите, вы этого не видели. Это новый этап вашей жизни, это новый расцвет. Абсолютно новая ступень жизни, новая ступень вообще осознания глубины мира и проявления себя в этом мире, в отношениях, в любой сфере, какую вы возьмите. То есть у вас именно вот красная нить идет, понимаете? Ну, видите?
Ну, видите, ну вот здесь тоже все равно это все сводится у женщин к отношениям. И у двоечек тоже будет, мне вот шло именно как замужество, как человек уже такой по судьбе. У двоечек, возможно, будет просто какое-то интересное предложение от мужчины, по работе. То есть я вот не вижу здесь прям вот такого прям замужества, вот прям сейчас оно вам не горит. Вам просто хочется быть счастливой, хочется проявляться. Вам хочется каких-то интересных возможностей, предложений от жизни. У вас сейчас такой этап в жизни. А вы знаете, вот я смотрю, что кто-то вот выбрал сейчас, может быть, второй вариант, и такой думает, так, надо посмотреть и первый вариант, потому что потому что на самом деле у вас две вот эти вот, две стороны личности. С одной стороны, вы такая нежная, тонкая, и многие люди вас так видят. А с другой стороны, вы такая уже женщина, такая, знаете, ну, в хорошем смысле, прожженная, с опытом, и вы уже, как бы сказать, играете по-крупному. И вы такая сейчас переключите по тайм-кодам и пойдете посмотрите первый вариант. Ну, несколько человек я так сделают, я так вижу. Ну да, вы это сделаете, потому что вы поймете, что у вас на самом деле есть внутри сила. Вы не просто такая, знаете, красная шапочка, девочка-припевочка. Вы как бы и волка еще вот так вот обведете. То есть вас, вы даже слушая этот расклад, вы такие подумаете, да, Ева, ты права, во мне есть много сил и много желания идти к свершениям. Как я разошлась сегодня. На эмоциях прям, потому что я счастлива за вас, я чувствую, что вы будете очень счастливы, правда. У вас попрет энергия, попрет, в хорошем смысле пойдет вот такой поток какой-то жизненной силы. Deep sleep, time to retreat, понимаете? Вот вы уже, у вас вот это вот досыпание, в котором вы жили, в таком режиме, выжидания, вот это, понимаете, уже все, здесь уже начинают цвести цветы. Вы проснетесь скоро, вас скоро разбудят, понимаете? Придет человек, который вас разбудит, придет ситуация, которая вас разбудит. Вы от этого сна уже тоже подустали. Так, ну что, двоечки, давайте посмотрим финальную карту, каким будет ваше счастье. Сейчас очень хорошо перемешаю. Ну, видите, все равно вам приходит эта карта, понимаете, все равно. Вот розы, Beauty and the Beast. Интересно, что единчик тоже была из этой колоды, из этой сказки карта. Love the Worst Tourist. То есть, ну, вам будет счастье. Просто вам нужно понять, что чтобы пришло что-то новое, нужно сделать шаг иногда в что-то неизвестное, то, что ты раньше не делал. И здесь игра стоит свеч. Вы будете очень счастливы. Однозначно. Вы знаете, даже без карт, я вот из потока чувствую, видите, вы смотрите, если кто на моем канале, вы знаете, я всегда подхватываю энергию потока, я бываю в разных состояниях, бывает, я слов не могу найти, а здесь просто слова льются рекой. Я говорю, что будут какие-то блогеры, будут какие-то проявления. Если в вашу жизнь придет мужчина, то вы с ним будете говорить просто без умолку, понимаете? Без умолку. То есть вы своего волка встретите. У кого-то это, видите, вот красная шапочка и волк, понимаете? У кого-то Beauty and the Beast. То есть у каждого своя история. Ну, опять, видите, выпадает эта карта. У вас будет партнер однозначно. У вас будет человек, с которым вы пойдете по жизни. Don't be afraid of your wild side. Не бойтесь своей, скажем так, истинной природы. Слушайте, какой классный расклад. Дорогие друзья, я желаю вам счастья. Пусть все будет. Вы будете счастливы. Не пусть все будет, а вы будете счастливы. Я это вижу, я это чувствую из этого потока. Все, кто смотрит этот расклад, счастье уже не за горами. Да. Вы уже, скажем так, понимаете, вы как воин, вы идете вперед. И у вас идет новый рассвет, может быть, сейчас вот новолуние тоже как-то у вас отыграется, какое-то новое начало будет. То есть, ну, все будет очень здорово. Ну что, дорогие друзья, я рада была для вас провести этот поток, сделать расклад на этой чудесной новой колоде, на вот такой прекрасной карте, с новыми возможностями, предложениями от мужчины, от жизни. Я желаю вам счастья. С вами была Ева, я ясновидящая, целитель, мастер рейки. Можете ко мне обратиться за личным раскладом, за личным просмотром, вот, и я вам всегда помогу и поможем разобраться с вашей ситуацией, просмотреть любого человека, просмотреть, ой, ветер так подул, интересно, просмотреть любого человека, любую ситуацию, и справиться можно со всем и выйти в совершенно новые энергии. Наше подсознание, наша душа знает все ответы. Вот, до новых встреч! Пишите в комментариях, какой вариант вам откликнулся, а может быть оба варианта, потому что мне кажется, что в этом раскладе нужно смотреть действительно оба варианта. Поток один, у вас, скажем так, разные бываете вы. Вот. Ну все, до связи, пока. Жду вас в комментариях.